Всем привет! Сегодня готовлю домашние чебуреки на основе пивного теста. Это тесто я готовлю уже на протяжении многих лет, хотя вариантов приготовления для этого популярного блюда много. Но из общей массы рецептов я выделила именно этот, пивной. Готовили ли вы когда-нибудь с использованием алкоголя? Если нет, предлагаю приготовить вместе со мной. Принцип приготовления чебуреков простой. Это вообще очень простое и недорогое блюдо. Для удобства работы мне понадобится большая миска. В миску наливаю 330 мл пива. Добавляю 100 мл горячей воды, чайную ложку с верхом соли, перемешиваю до тех пор, пока не растворятся кристаллики соли. Как только соль растворилась, добавляю 800 грамм просеянной муки. Замешиваю тесто. И вот теперь с помощью рук собираю тесто в единый комок. Для замеса теста мне не понадобится мука. Это тесто приятно держать в руках, оно не липнущее, эластичное. Ему еще нужно будет дать отлежаться в течение получаса. Для того, чтобы тесто не заветрилось, не подсохло, я его закладываю в пакет. Отдыхает тесто, начну готовить чебуречный фарш. Я люблю говядину, поэтому сегодня я буду использовать говяжий фарш. Здесь 500 грамм. Для начинки нам также понадобится 400 грамм репчатого лука. Лук нарезаю мелко. В порезанный лук добавляю чайную ложку соли, пол чайной ложки перца, перец черный, щепотка зиры, зира это по вкусу, 100 мл растительного масла, я использую подсолнечное, 200 мл холодной воды. Измельченную луковую смесь добавляю в фарш. Фарш нужно будет хорошенько вымешать, чтобы усилить сочность обезжиренного фарша, можно порезать кусочки курдючного сала. Специи это дело вкуса, так как это блюдо восточное, я обычно добавляю вот 3 специи: соль, черный перец и зира. Зира для аромата, перчик также. Можно добавить смесь перцев. Вот фаршу, так же как и тесту, нужно будет дать настояться. За время расстойки фарша ингредиенты хорошо соединятся между собой, мясо впитает в себя всю влагу. Фарш по консистенции получается нежный, такой вот жидкий, не такой, как вы делаете на котлеты. Если, например, из этого фарша вы захотите приготовить котлетки, они у вас не получатся, они просто распадутся.
фарш на чебуреки должен размазываться по тесту. Тогда чебурек получится очень-очень сочным. Тесто готово к работе. Беру небольшой кусочек. Небольшое количество муки. Лепешки на чебуреки нужно будет раскатать очень тонко. Крышкой от кастрюли вырезаю круг. В центр круга выкладываю начинку. Защипываю края. Старайтесь защипывать плотненько. И чтобы придать красивый внешний вид чебуреку, я еще прохожусь вилочкой. С этим тестом очень легко работать, оно не пристает к скалке, к столешнице. Старайтесь раскатывать тонко. Тонкое тесто при жарке очень быстро впитывает в себя мясные соки и получается таким невероятно нежным, буквально тающим во рту. И вот несмотря на то, что тесто тонкое, оно при жарке совершенно не рвется, оно такое плотненькое. В центр лепешки выкладываю начинку. И вот начинку размазываю по тесту. Складываю пополам. Делаю защипы. Наводим красоту чебуреку. Чебуреки буду жарить в большом количестве растительного масла. Масло для жарки разогреваю на умеренной температуре. Сформированные чебуреки отправляю в хорошо разогретое масло.
Чебуреки с одной и с другой стороны обжариваю до золотистого цвета. Переворачиваю на другую сторону. Посмотрите, какая в итоге у нас получается красота. Это тесто в себя практически не впитывает жира. Следующая партия чебуреков готова. И вот таким образом буду поступать, пока не пережарю все чебуреки. Вот такие красивые, румяные, хрустящие чебуреки получились. Их нужно есть горячими, поэтому в процессе жарки они очень быстро исчезали. Ободок чебурека очень хрустящий. Там, где начинка теста мягкая, очень сочные получились. Посмотрите, много мясной начинки. Непременно попробуйте приготовить. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.